У Ганса был богатый опыт фермерства, но однажды мужчина обнаружил на своих полях странные яйца, вид которых почему-то вызвал у него сильное волнение и беспокойство. Когда эти загадочные яйца вылупились, это стало настоящим потрясением для Ганса. Ганс, его жена Бонни и их дочери Мэри и Жизель стояли на своем кукурузном поле и молча смотрели на очень необычные яйца. Казалось, что они вот-вот вылупятся, но Ганс решил, что лучше раздавить их своим трактором. Однако в дело вмешались его дочери, которые умоляли папу остановиться, ведь внутри яиц были живые существа. В конце концов произошло нечто такое, что заставило все семейство раскрыть рты от удивления. Но прежде чем мы поймем, что же такого произошло на кукурузном поле, нам нужно вернуться к самому началу. Ганс жил на ферме со своей семьей тихой и скромной жизнью фермера. Ганс выращивал овощи и держал свиней, овец и курей. Работа была тяжелой, но по-своему увлекательной, и семью вполне устраивала жизнь в деревенской местности. Каждый день был удивительно хорош, а воздух невероятно свеж, но чего-то нового здесь давно уже не происходило. В то утро Ганс проснулся, как обычно, очень рано. Он надел комбинезон и отправился на кухню, где услышал странный шум, доносившийся снаружи. Было еще темно, поэтому он не мог понять, откуда доносится странный звук, но он никогда раньше не слышал ничего подобного. Это вызвало у него небольшое беспокойство. Затем неожиданно появилась его жена Бонни и напугала этим Ганса, который и так был на взводе. Он уже собирался выйти на улицу, чтобы найти источник шума, когда из комнаты вышли две его дочери. Тогда мужчина решил сначала позавтракать, а после этого он пошел кормить животных. Ганс начал с куриц, которые по какой-то причине вели себя беспокойно. В конце концов, фермер обнаружил пропажу одной из птиц. Возможно, ночью в курятник пробралась лиса и украла курицу. Осознав причину беспокойства куриц, Ганс залатал все дыры в курятнике, после чего направился к свиньям, которые уже громко кричали от голода. Мужчина покормил свиней, и на короткое время они снова затихли. Ганс чувствовал, что происходит что-то странное, но не понимал, что именно. В этот момент с полей снова раздались странные звуки, которые он никогда раньше не слышал. Озадаченный Ганс пошел за трактором, собираясь поехать на нем на свое бескрайнее кукурузное поле. Не успел фермер завести трактор, как услышал рядом крик своей младшей дочери Мэри. Ганс спустился на землю и увидел причину беспокойства дочки. Прямо перед трактором лежал маленький ослабший котенок, на которого он едва не наехал. Похоже, котенок подрался с кем-то из других животных, после чего решил укрыться в гараже. Ганс отнес котенка домой и попросил супругу о нем позаботиться, но к работе мужчина так и не успел приступить, так как с поля раздались громкие крики его второй дочери Жизель. Ганс вместе с Мэри сели на трактор и поспешили к месту, где находилась Жизель. Через 5 минут отец уже стоял рядом со старшей дочерью, которая с удивлением показывала пальцем на какие-то загадочные шары на поле. Ганс подошел поближе к подозрительным предметам и понял, что это были яйца какого-то неизвестного животного. Фермер хотел на всякий случай раздавить яйца трактором, не зная, чего от них ожидать, но дочки, увидев это, едва не заплакали и уговорили папу остановиться. Ганс согласился оставить яйца в покое, которых оказалось целых 10 штук, и которые вот-вот должны были вылупиться. Появившаяся следом Бонни вскрикнула при виде яиц. Она решила, что это яйца змеи, и сильно испугалась за безопасность своих дочек. Однако опытный Ганс успокоил супругу, он знал, что это точно были яйца какой-то знакомой птицы, вот только он никак не мог вспомнить, какой именно.
Дочки обрадовались тому, что родители не будут уничтожать яйца, и принесли из сарая немного сена, чтобы сделать для яиц теплое одеяло. Девочки 2 дня практически не отходили от яиц, с нетерпением ожидая, когда же они вылупятся. Бонни с некоторым беспокойством наблюдала за дочками, гадая, что же находится внутри загадочной находки, а Ганс уже забыл об этом происшествии, так как он с утра до вечера работал на поле. Внезапно девочки начали кричать и звать родителей. Когда взрослые подошли к дочерям, те возбужденно закричали, увидев, что на одном из яиц появилась трещина. Прошло достаточно много времени, прежде чем скорлупа начала раскалываться, а из нее показалась маленькая птичка. Дочки возбужденно кричали рядом, а Ганс присмотрелся к птенчику получше и внезапно заплакал. Сначала Бонни ничего не могла понять и просто обняла мужа покрепче, стараясь его успокоить. Но затем женщина внезапно осознала, что из странного яйца появился птенец павлина. Оказывается, когда Ганс был маленьким, он также жил на ферме со своими родителями, где просто обожал заботиться о павлинах. Он даже завел одного из павлинов в качестве домашнего питомца, и эта птица была его лучшим другом в детстве. После смерти птицы Ганс больше никогда уже не заботился о павлинах. И вот, прямо на глазах у фермеров, появился на свет маленький павлин. Ганс посчитал это настоящим чудом и оставил несколько особей на ферме, на радость Мэри и Жизель, а остальных павлинов фермер с супругой решили отдать в заповедник, чтобы птицы могли получить там необходимый уход и заботу. Вот такая интересная история. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.